Всем привет, с вами Ремонт Apple. Вот у нас принесли на ремонт вот такой вот адаптер, который для новых маков идет. 87 Вт USB-C Power адаптер, так он так и называется. Так, ну адаптер-то скорее не работает. Кабель мы проверили, кабель оказался рабочим. Человек нам его проверил. Блок у нас оказался нерабочим. Ушек у них нету, как у Максейва. То есть тут он вообще безухий идет у нас. Достаточно тяжелый. Я вообще такой первый раз вижу. И даже в Ютубе я не нашел видео по ремонту или по открытию. Там только что типа есть видео, как зарядить iPhone, iPad и так далее через переходники и все прочее. Другого видео я не нашел. Сейчас будем смотреть, открывать его, тестить, что у нас не работает, почему он не работает и так далее. Вот. Я, конечно, сам буду первый раз его разбирать. И судя по всему, так его не разберешь плоскогубцами никак. То есть его придется открывать скальпелем. Итак, скальпель мы поточили. Теперь будем открывать его вандальным способом. То есть это наш блок. Начнем с какой? С самой маленькой стороны. Так, здесь у нас по высокой идет, да, начнем отсюда. Аккуратненько. Так, нужно, чтобы его нам вид не испортить. Зажать резинку. Возьму подкладку от мышки. Вот так вот. Угу. Так, сейчас будем по чуть-чуть. Можно, конечно, и машинкой выпилить, но лучше так быстрее. Скальпелем уже есть опыт открывания блока. Трудно открывающие Максейвы тоже им открываем, когда плоскогубцы не берут. Угу. Да, достаточно собран, достаточно крепко. Камера, наверное, дрыгается от каждого удара. Так, вот эту часть мы сняли. Идем дальше. Уголок. Да, скальпель хорошо берет этот пластик. Прям его разрезает. Так, вот теперь как раз мы переходим ближе к порту. Частью порта. Сейчас камера сдвинулась.
Вот так вот я передвину. Аккуратненько уголок. Смотрим. Потому что я не знаю, чем другим открывать, я понятия не имею. Поэтому открываю скальпелем. Так, эту часть уже все, идем дальше. Что-то там у меня все падает. Раньше, видимо, Apple посмотрели наши видео на роликах, как мы открываем блоки, и решили же усложнить нам жизнь. Чтобы мы не смогли их открывать. Ну, тут-то оно было. Наш человек всегда придумает, как выйти из сложившейся ситуации, какой бы сложной она ни была. Так, ну вот наш блок почти открылся. Ну, не совсем. Так, сейчас надо будет вот в этой части. Подлезь аккуратно туда лопаточкой. Да, настолько качественно и залито он сделан, что даже лопатка гнется и сейчас может даже сломаться. Ну, вот это точно не разборный блок. Очень хорошо сделан, что очень сложно его открыть. Причем я первый раз его открываю и вижу, что там достаточно очень надежно сделано, так, чтобы мы такие не открывали. Наша задача открыть, не повредив его. О, китайский.
китайский пластмасс сломался. Да, судя по всему, его так просто не открыть. А я думал, шоу будет быстро открою, как MagSafe, но не тут оно было. Просто так не откроешь. Там большой диаметр пластмасса. Так. Где мои инструменты? А то придется растянуть видео. Ладно, перейду тогда на ускоренную съемку, потому что сейчас пока я буду искать подходящие инструменты, время будет тикать. Итак, я его наконец-то снял. Мне удалось разобрать его. Не угрохать корпус при этом. Ну, могу сказать, мое первое впечатление от разбора. Эти штуки точно не ремонтно пригодные. И они очень толсто сделаны. Тут очень толстый пластмасс. Вот эту часть они сделали настолько крепкую, что я очень долго мучился, не мог снять вот эту часть. Они сделали так, чтобы их не разбирали вообще. Вот так вот он выглядит внутри. Здесь у нас вот эта штука на тонком маленьком шлейфике, сама Type-C-шная. Вот. Не знаю, видно, не видно будет. Там, если снутри посмотреть, она вот на таком шлейфике. А шлейфик закреплен просто на силикон. Там такой разъемчик, и он залитый силиконом, чтоб не вылетал. Вот. И причем надо разбирать блок так, чтобы не оторвать этот шлейф. Таким способом. Да. Могу сразу сказать, что такие научиться делать мы не скоро сможем такое делать, чинить. Вот. Я снял экраны. В общем, наш Type-C адаптер зацеплен вот на этот маленький шлейфик. Это сам коннектор. Здесь у нас управляющая схема. Предохранитель на выходе 5 амперный. Дальше блок у нас залит серым теплоотводным таким уплотнителем, который не оторвешь его. Он очень крепкий, очень качественный. И сделан он для того, чтобы его не открывали и не ремонтировали. Здесь также я заметил, что есть вот такие штуки, как типа клепок. Проклепана вот эта часть пластиковая. Она так, сейчас, вот так она стоит. Вот так она стоит. Вот эти клепки. Сперва подумал болты, оказались нет, просто пластиковые клепки. Они держат вот эту штуку, ну, на которой расположен экран. Вот, и в нем тоже куча дырочек. Экран я снял. Это все снял. Ну, у меня
сразу скажу, проверил предохранитель на нем, который оказался рабочим. Что здесь может не работать, я без понятия. Очень-очень сложное устройство. Причем я здесь увидел вот достаточно редкий MOSFET стоит на выходе. Тут еще вот эта управляющая плата с кучами шим-контроллерами. Достаточно сложное устройство. Вот эта штука, если сгорит, где такую взять? Конечно, нигде не возьмешь. Поэтому я думаю, что Apple удалось сделать блоки, которые не будут копировать, не будут ремонтировать и так далее. То есть это у нас получается неремонтно пригодный блок. Может быть, со временем кто-нибудь да как-нибудь научится их делать, но это уйдут, наверное, годы 2-3, может 4. Ну, если, конечно, Apple с такими темпами еще просуществует. Потому что она стала делать уже не совсем продукцию, не совсем качественную. Вроде бы качественно, в тот же самый момент, ну, так сказать, выходит из строя по непонятным причинам. Вот. Корпус тоже выполнен достаточно толстый пластик у него. И грамотно так спаян, что тяжело, очень тяжело поддавался открытию нашего адаптера. Ну, на этом, собственно, и все. Вот. Подписывайтесь на наш канал. С вами Ремонт Apple. Буду выкладывать для вас разного рода видео, связанные с электроникой, разбором, мелким ремонтом и так далее. Пока-пока.